Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Приветствую вас и приглашаю вас к просмотру видео. Расклад гремит, стучит, на порог ступает, двери открывает и чем сердце успокоится. Давно я не делала такого расклада. Ну, давайте посмотрим, что стучит в вашу жизнь, что уже на пороге или кто двери открывает, кто входит или что входит в ваш дом, и чем успокоится ваше сердце, чем вы порадуетесь. Давайте смотрим. Я сегодня взяла две колоды. Две колоды Ленорман. Колода Ленорман — это лиловые и вишневые сумерки. И оракул Ленорман вот такой вот, прошлое. Видите, что-то прошлое вот на дне у нас, потому что мы уже это видим. Показываю колоду и видим. И здесь было на дне крысы. В прошлом что-то у вас было не очень хорошо. Были тучи, была непонятная ситуация. Может, зависть была, может, крадники были, может, теряли как-то свою энергию. Ну, были в окружении крысы в прошлом. А давайте сейчас посмотрим. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает, и чем сердце успокоится. На каждую, вот на этот вопрос я возьму с этой колоды Ленорман по одной карте. А вот этой колодой буду каждую карту раскрывать, открывать. Давайте смотрим. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает, чем сердце успокоится. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает, то, что входит в дом, и чем сердце успокоится. 6 карт у нас вышло, да? 6 карт. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает, что или кто в дом входит и чем сердце успокоится. Начинаем с первой. Гремит. Это вот ближайшее время. Потому что Ленорман не работает надолго. Оно вот что сейчас. И у нас такой запрос. Вот что уже оно в пути. Гремит. Оно уже в пути. Что уже стучит вот на пороге. Это вот на недельку, может, на 2 недели, вот так. Смотрим. Первая карта. Что гремит или кто? Карта птицы. Птицы мы все знаем. Это разговоры. Это сплетни могут быть. Может, за вашими спинами кто-то говорит. Или с вами лично кто-то хочет пообщаться. Но птицы — это разговоры. Это немножко такая суета. Но суета приятная. Приятная. Ну и кому-то вы тоже интересны. Как у кого? У кого что с вами хотят поговорить, а у кого, может, за вас говорят. Ну, давайте посмотрим. Откроем. Сейчас беру эту колоду. Открой нам. Вот, что гремит, что гремит. Но это вы узнаете и услышите, потому что это гремит, это к вам идет.
Гремит или о ком-то вы услышите, или кто-то с вами выйдет на связь, пообщается, или услышите, что за вас вы кому-то интересны, о вас беседуют. Откройте нам, пожалуйста, вот карту птицы. Откройте нам. Так, сейчас, потому что эти немножечко вот так сдвину, чтобы нам не мешали. Так, откройте нам карту птицы. Гремит. Карта звезды. Звезды это, вы понимаете, далеко, и это общение. Это может быть интернет-общение, может вещание. И карта птицы еще и информация. К вам придет какая-то информация. Может, вы будете что-то искать, или что-то услышите, что-то узнаете. Где-то издалека это будет идти. Информация это будет издалека идти, из какого-то общества, может, узнаете что-то о другой стране, потому что это, видите, карта звезды, это тоже далеко. Карта корабль, ему нужно доплыть до точки, это тоже расстояние. И карта сад, это общество. Вот что-то можете по интернету услышать, узнать, информация придет, может, о какой-то стране, это тоже может быть. И опять, информация. Если вы кого-то ждете, и человек далеко, так может быть такое, что придет информация, звонок, что человек едет к вам. Или что вы соберетесь, вас кто-то приглашает. Потому что корабль это еще и дорога. Это и дорога, что вы будете перемещаться или к вам кто-то будет перемещаться. Если это нет, значит это информация публичная какая-то. Информация какая-то публичная. Лично, если лично для вас, вы что-то для себя поймете. Вы что-то для себя поймете и как соберете плоды, потому что карта коса, и это идет к вам, и это плоды. Вот пшеница, и собираете плоды. Какая-то придет такая информация, что для вас она будет важна. Даже если это о какой-то, может, стране, что не там, где вы живете, но это что-то будет тоже и для вас полезно. Что-то вы узнаете, что-то будет для вас. Информация, разговоры. Может, вам нужно, может, вы работаете в интернете, карта звезды, вы будете что-то вещать. Или вы подписаны на кого-то и что-то услышите, но это будет вам на руку, оно вам как-то... или подсказка какая-то вы возьмете, или вот что-то вот такое, или если вы еще были на каком-то дисбалансе, может, вы хотели куда-то, карта корабль не оставляем, переехать, как куда-то переехать, переместиться, наконец вы для себя поймете. Но были еще, вы, может, и думали это, но еще были, а может, еще нет, а может, не надо, может, это... Ну вот, придет какая-то такая информация, что вы конкретно поймете. Или нужно будет, или оставаться там, где есть. Или может вот гремит, что к вам кто-то приедет, и вы получите этот результат, которого вы ждали. Может, вы кого-то ждали, и кто-то не мог определиться и принять это решение, объявиться к вам. Ну, тогда вот заканчивается это ожидание, и человек выйдет на связь и скажет, вот такая ситуация. Если вы спросите насчет работы, вот, да, здесь будет движение. Будет движение,
может прийти, это новое общество, можете заключить контракт, может прийти какая-то работа вам, новость, что вот там нужен человек, у вас будет новый коллектив, вы пойдете на собеседование, и вам это понравится. Наконец закончилась эта полоса, и я уже буду вот в работе, я буду получать свои дивиденды. Вот, буду уже видеть этот результат, и мне это будет нравиться. И знакомство с новыми людьми, с новым коллективом. Потому что девочки некоторые пишут, что да что, всегда вот личная жизнь, а работа интересует и финансы. Ну вот это движение. Услышите, если вас это интересует, да, есть огромная возможность, что придет к вам информация, что там и там нужен сотрудник, вы пойдете, вам понравится, но войдете в новый коллектив, подпишите контракт, и движение идет вам на пользу, и вы наконец уже как-то вот я уже в работе, я нашла, и вам это будет нравиться. Так, гребит, стучит. Стучит. Карта лиса. Здесь карта лиса. Она может... Мы посмотрим, что это такое. Но по карте лисе я скажу. Во-первых, первая трактовка. Будьте осторожны, потому что может возле вас крутиться вот какая-то особь, чтобы вы не попали в жертву. Может быть такое, может хочет что-то у вас украсть, может хочет еще вот как-то вам подножку подставить. Если у вас такое что-то есть, такая подруга, и вы что-то замечали за ней, будьте осторожны, вы должны защитить себя от этого человека. Девятка трефь. Это хитрость, это стратегия, прорваться, где-то вот найти лазейку, чтобы войти и что-то поиметь. Понимаете? Девятка треф – это как девятка жезлов. Защита. Защищаю свое пространство. Карта защиты. И здесь вот такая где-то в вашем обществе может быть человек, кто хочет пролезть. Вот найти, вот где можно, ищет стратегию, чтобы как-то попасть или в доверие, или что-то разнюхать, или еще что-то, чтобы как крадник украсть что-то у вас, или, ну, напакостить. Ну, хитрая лиса. Это одно. Второе, это можете быть как и вы в этой ситуации. Ищу путь, уже я все ушки на макушке, я уже не поддамся, чтоб меня вот цапнули, чтоб я была жертва, а я настороже, у меня уже есть этот опыт, и я буду защищать свое пространство, я буду смотреть на все стороны, и назад, и прямо, и вправо, и влево, что передо мной, что сзади меня, я не буду такая уже доверчивая, и чтобы вот не пролез никто. Вы уже как, если вы уже попали в такую ситуацию были, тогда это ваша карта, это вы будете себя очень вести осторожно, и чтобы, потому что я, например, я уже попала в это, я не хочу больше попасть, я никому прям так открываться не буду, доверяться не буду, я конкретно укреплю свою защиту и свои границы, чтобы никто не пролез, вот, не пробил, не вошел в мою жизнь, и вот как-то так. Можете это быть и вы будете искать стратегию и выход с этой ситуации. Да, здесь вот у многих может быть иду в новый путь, ищу новую стратегию. Карта клевер, карта лилии. Ищу новый путь, но путь, чистый путь.
ищу людей, чтобы были возле меня в моем окружении, но интеллигентные, чистые, честные, открытые. Новые, карта ребенок. Новое ищу. Но потому что в прошлом, вот, тучи и лилии, но лилии красные, были люди нечестны на руку, вот лисы. И вы сейчас вот стучит вам в дверь, что вы сейчас будете вот очень настороже, кто входит в вашу жизнь. И если даже и новый человек, вы ему доверять сначала не будете, вы очень его так просканируете. Что это за человек? Он в белых лилиях или он в красных лилиях? Видите? В прошлом у вас было вот такое, как будто были люди интеллигентные, потому что лилия это интеллигенция. Но здесь, видите, лилии красные, они дьявольские, они перевернутые. И это было у вас в прошлом. Сейчас в вашу жизнь вот стучит белые лилии, красивее, чистота, интеллигентность, искренность, новые знакомства, новые люди, но вы будете к ним все равно их сканировать. Вы будете не доверять, чтобы, вот, видите, потому что когда-то вы попали, вы доверились уже кому-то, и вы были жертва. Сейчас кто-то пробил вашу защиту и входил. Почему? Потому что вы были доверчивы. Люди себя показывали как интеллигентные, хорошие, красивые, умели так поговорить, но потом цап-царап и вот такое. Сейчас вы уже прошли этот урок, и вы будете очень тщательно, даже если вы готовы, да, не, вы не закрылись, вы просто укрепили эту защиту свою, чтобы никто не пролез. Вы просто не доверяете, но вы готовы встречаться, знакомиться, но хорошенько их проверять, этих людей. Может быть, 2 человека войдет в вашу жизнь, но вы их будете как-то не сразу прям будете открываться, потому что уже опыт прошли. Прошли опыт в прошлом, но это хорошо. Это хорошо. Этот урок вы прошли, и вы больше не наступите вот на это прошлое. Вы будете теперь проверять. Или это подруга, или это мужчина в виде мужчины, или что, вы будете конкретно проверять, что это за человек. Можно ему доверять или не можно, или нельзя. Стоит ли его прям так уж и близко подпускать к себе. Вот это хорошая позиция. Да. Дальше, так, гремит, стучит, на порог ступает. На порог ступает. Ой, 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 смотрите, какая красота. Вот, и вот дорога, вот идет оно к вам. Дорога открыта, вот идет. И вот, нет, гремит, стучит, на порог ступает. Да, вот, приближается уже, что-то приближается к вам. Очень хорошее, приятное. Вы будете довольны, вы будете рады. И здесь нет никакого, видите, перекрестка. Здесь дорога, ее видно отсюда, видно аж от рассвета до заката. Да, она немножко как змейка, но ничего, но она видна, она просвечивается. Здесь нет, что вот остановился и не знаю, направо или налево. Здесь прямая дорога вот идет туда. И это прекрасно, прекрасно. Здесь много зелени, здесь много цветов. Цветы это всегда подарки, это радость. Очень будет вами интересоваться мужской пол. Карта Маки это всегда обозначает мужской пол. Вы будете нравиться, вы будете бросаться в глаза, вы будете яркий человек, и вы будете бросаться в глаза, вы будете нравиться мужскому полу. Много знакомств будет, много приятностей. Зелень здесь, что вот солнышко, вы будете как-то подниматься, ваше состояние, ваше здоровье, вы будете как будто, понимаете, вот высохшая трава, есть там пробелины, как-то уже было вот такое
утеря, ослабление организма, а сейчас оно будет, солнышко будет его, солнце это жизнь, оно будет это возобновлять и будет как будто реанимировать это. Еще одно, вот нужно побольше выходить, нужно вам больше солнечного света. Вы скажете, так сейчас зима, солнца нет. Ну, больше быть на свежем воздухе, вот так можно сказать. Витамина D. Да, сейчас немножечко у нас проблемы с солнышком, потому что зимушка у нас, но иногда есть. Есть, что пробивается солнышко, вот и нужно. Но это очень прекрасная карта, вот. На порог вступает радость. Радость, яркость, вас будут видеть. Вы будете понимать, вот если насчет людей, новые люди будут входить, вы будете прям как вот солнце, как рентген, вы будете видеть человека. Вы уже не запутаетесь. Не запутаетесь, что вы кому-то доверитесь и потом разочаруетесь в этом человеке. Давайте, что нам хочет сказать солнышко? Что ступает на порог? На порог вступает. Что это? Что это за солнышко? Солнце, солнце. Видите? Вы когда-то попали в жертву, а сейчас и там вышла лиса, но там лиса уже такая, свет, это вы. А здесь и солнце будет, что я говорила, вы никогда уже не ошибетесь насчет вот людей таких, чтобы вы попали в жертву. Видите? Солнце будет вам их подсвечивать. Вы уже будете понимать, ох, это хитрый. Хитрая лиса или хитрый лис. Нет, нет, нет. Подальше. Подальше. Это прекрасно. Будет высвечивать, вы не попадете. А сейчас вот, когда вышла лиса, смотрите. Нет. Сейчас я буду вот такая. Ушки на макушке. Вот просто пускать вот этих лис я уже в свою жизнь не буду. Я, видите, одеваю вот это, шкуру лисы, шкуру осторожности. И прям нюхом будете, чуйка такая будет. Чуйка будет. Что нет-нет. И вы будете это знать и понимать. Вы будете чувствовать этих людей. Вы больше не попадете в таких людей. На таких людей. Да, все, вы больше не попадете, да еще обраточка этим людям будет. Видите? Да еще обраточка будет им. Они в ваш дом, вот так стучит, гремит, стучит, на порог вступает. А такие люди больше в ваш дом не попадут. Он будет для них закрыт. Видите? Все, они уходят с вашего дома. Лиса, которая вы были в жертве, она идет в гроб, ее закрывается. Все, она больше на ваш порог такие люди не ступят. Это прекрасно. Ну, вы прошли этот урок. И вы будете понимать, кому открывать свою дверь уже. Видите? Вы будете понимать. Вот такие люди, вы таких людей, вы не всех уже будете упускать в свой дом, на свой порог. Вы будете это видеть. И в ваш дом больше такие люди не войдут, не ступят на ваш порог. Все. Для таких людей дверь закрыта. Это прекрасно, правильно? Это прекрасно. Карта совы. И опять карта солнца. Вы будете это видеть. Две карты солнца. Вы будете понимать и вы будете видеть этих людей. На порог, вот что у вас на пороге. На пороге светлость, ясность, чистота и понятие. Две карты солнца. И если раньше в ваш дом входил кто хотел, и это вам и шел урон от этих людей в вашем доме, все, этого больше нет. Ваш
дом очистился. Он чист. Карта Солнца – это очищение. Очистился дом, и больше таких людей и этой энергетики больше у вас нет. И на ваш порог такие люди больше не станут. Больше не станут. Только люди с позитивом и чистой энергетикой. Прекрасно. Так, гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Дверь открывает какой-то король из прошлого. Он захотел действовать. Король действий, король из прошлого. Какой-то король из прошлого вот откроет вашу дверь, будет к вам прорываться. Какой-то человек, король из прошлого. Здесь король жезлов, это может быть как отношения, и король жезлов, это может быть, если у вас вы работали, и у вас был сотрудник или директор, может, ему нужны люди, и может вот постучать в вашу дверь и сказать: возвращайся обратно на работу. Вот такое может быть. Ну, давайте посмотрим, что это за прошлое. Вот идет просветление. Видите, были тучи, было непонятно. Были тучи. Сейчас идет какое-то просветление этого человека. Что-то он понял. И вот идет ваш дверь открывает. Хочет открыть дверь и, наверное, пообщаться или что. Действовать. Хочет действовать. Король действий. Но вы этого короля знаете, не очень приятно было с ним. Разочарование, и как гром с ясного неба, вы, может, себе одно там планировали, но не вышло это, и разочарование, вы поняли, что все. И как гром с ясного неба, нет, я не хочу. Сейчас идет просветление в короля, и король хочет действовать. Что здесь такое? Давайте посмотрим. Дверь открывает. Что хочет? Зачем он дверь открывает? Зачем он дверь открывает? Потому что ему не очень комфортно, ему холодно. Карта дерева. Ему как-то что-то он понял, что ему не очень хорошо. Он замерзает, ничего у него не получается, ничего у него некомфортно ему, неудобно. И он хочет эти трудности, чтобы избавиться от этих трудностей из прошлого. Да, видите, опять тучи, опять просветление, что он может... этот человек вам делал какие-то преграды, видите, ему сейчас некомфортно, ему холодно, ему неудобно, он одинок, видите, одинок, и сейчас, если он делал трудности, он видит, что у вас светлый путь, а эта гора у него, видите. Это он не видит ничего. У него сейчас трудности, у него преграды, а видит у вас прямая светлая дорога. А вот задняя сторона горы темнота, а это он. Он как-то ему неудобно, некомфортно, и он не видит выхода. Выхода он не видит. Видите? Вы этого человека знаете, да. И что он хочет? Так, на порог вступает. Ну и с чем ты ступаешь, что тебе надо? Потому что я одинок, видите, карта сад. Общество, то, что сейчас возле него ему не нравится. Трясина засасывает его. Видите, замороженное дерево, сад, трясина. Трясина, болото.
И он говорит, я не хочу, как будто помощи вас будет просить, чтобы вытащили из этого бегемота, из этого, видите, болота. Вот такое. Он попал в это. Он попал в какую-то трудную ситуацию, ему его общество не нравится, он там себя чувствует одиноким, да и еще как-то его затаскивает, как засасывает вот трясина. Да, и он вспоминает очень вас, видите, он видит вас, что только вы можете ему в этом помочь. Это женщина, он всегда ее вспоминает. У вас пошла белая полоса, вот то, что я говорила. Он вам делал препятствия в вашей жизни в прошлом. Сейчас он видит, у вас светлая полоса, дорога просвечивается, дорога видна светла, вы красивая красавица, даже еще, может, лучше стали, когда, если как в прошлом были возле него. Вот, он, может, так вас видит. А он, наоборот, увядший. У него трудности. Он не может ничего не преодолеть. Он как один в поле воин. Он не знает, куда, что, в какую сторону идти. И общество есть, но это общество никому не нужное. Оно, наоборот, ему не интересно там. Люди, мутные люди возле него. Мутные. Мужчина, может, очень курит. Очень курит сейчас, вот. И он вот хочет к женщине. Он хочет к этой женщине. Да, он понимает, что она настоящий его друг. Вот это, он сейчас понял, что у него в его обществе нет друзей. Вся муть, вся нечисть, как будто нечисть, как в аду, видите. И он понял, что только вот эта женщина была ему искренним другом. Только он ей мог доверить, и он ей, вот, и он как будто вот идет к этому другу, чтобы вырваться из этого общества. Вот на пороге ждите мужчина. Идет мужчина в вашу сторону. Вы, может, даже уже отвернулись, но уже он в позиции хочет быть другом вашим. Потому что вы когда-то показали, что да, я верный товарищ, и по жизни друг, и в семейной жизни я тебе буду друг. Я тебе не оставлю, я всегда тебе руку помощи дам. И вот он, да, она настоящий друг. Ей можно доверять, она никогда не бросит в тяжелой ситуации, что бы там ни было. И он, ну вот, как-то так. Вот на порог вступает мужчина. Он хочет, вы его знаете. Он понял, что он ошибся, он попал, может, он не выбрал вас, а свое общество, не хотел ничего менять в своей жизни. Ну и это общество ему прям сейчас уже вот выше крыши. Ему надоело, он хочет оттуда вырваться. Не о чем ему с ними говорить. Вот так он говорит. Вот карта замороженного дерева и сад, трясина. Нет, оно-то есть, но все не то. Мутные люди. Грязь, болото. Так, господи, так, гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Что входит в дом? Вестник. Вести входят в ваш дом. Вот дом и вестник идет, принес вам, как у ваш дом входит весть, приносит. Кто-то вам посылает весть. Эта весть будет очень приятна для вас. Девятка червей. Это радость. Это наслаждение. Это не может быть. Не может такого быть. Да, вы, может, и ждали это, но как-то уже подостыли. Нет, это не может быть. Вы уже от этого отстранились.
Эта мечта, наверное, нужно ее выкреслить, потому что она не сбудется. А вот здесь вам будет приятна какая-то весточка. Идет в вашу жизнь приятная весть. В ваш дом, не в жизнь, а вот что вот прям влазит уже в дом. На пороге вот какой-то человек, мужчина из прошлого. А это еще идет в ваш дом какой-то вестник. Не странник, а как... человек, который путешествовал, и вот входит, он идет, скачет, конь не стоит, видите, он копытами перебирает, и он идет. Он не стоит на месте, он уже идет к вам. Но и что так? Что в дом входит? Вот прям входит в дом. Что входит в дом? Карта рыбки. Это может глубина чувств, это чувство, открытие чувств. Это может насчет денег, информация, может какая-то бумага или еще как у кого. Может быть, вот идет весточка, идет какой-то пакет насчет денег, может быть, вот будет, если вы ждете. Вот могут прийти вот какие-то деньги. Может, вы ждете с работы деньги, или какую-то, может, вы запрос дали, чтобы вам деньги. Это может быть, да, насчет этого. Может, какой-то человек не хотел вам заплатить, может, у вас был разрыв, может, муж и жена разошлись. И нет, я не хочу терять, я не буду терять. Наконец разрешится ситуация, вы получите эти деньги, бумагу, пакет бумаг, вы получите это. Да. И входит в дом какой-то, кто входит в дом? Вы прошли какую-то тяжелую ситуацию, вы выходите. И здесь была какая-то, да, если у кого-то был развод или еще, вы получите, наконец, уже это завершение, карта крест, завершение и движение вперед. И весть, и вы получаете рыбы. Рыбы это хорошая карта, если вы ждали деньги, вы будете довольны, это то, что придет в ваш дом. Или документы какие-то, или пакет какой-то, и, наконец, вы прошли эту ситуацию. Это было как карма, никуда вы бы от этого не делись. Так, по кресту это, да, было трудно, было тяжело, потому что это тяжелый крест, но вы его пронесли. Вы его пронесли, и, наконец, вы с каким-то человеком. Человек был очень горд, очень высоко с поднятой головой, но и здесь почему я говорю в личной жизни, может быть, потому что карта кольца. Может быть, что вы вот были в браке с каким-то человеком, кольцо и крест. Это может быть, что брак. Да, был брак, но вы потерпели, от этого человека натерпелись. Карта крысы. Вы натерпелись от этого человека. Человек был тяжело было с ним. Тяжело было с ним, но это закончилось. И вот что-то вы получите. Выход. Вы прошли этот путь, и карта корабль, выход. И там у нас начиналось с этого. Видите? Дорога вперед, выход в новое, и опять карта всадник. Выход. И это ускорение. Это дорога и ускорение. Корабль уже он в пути, но корабль идет медленно. А вот опять всадник, он ускоряет. Это не будет уже прям там так уж медленно, потому что конь быстрее бежит, чем корабль плывет. Вот, и он ускоряет немножко корабль. Оно будет быстро это, недолго. Вот что-то новое
вот идет ваш дом. Вы выходите с кармических узлов, в новое что-то идете. Вы прошли достойно эту карму, этот урок с каким-то человеком. И вы сейчас свободны, вы получаете то, что вы, чем вы там занимались, что вы хотели, вы получите, ну, вы будете довольны. Вы будете довольны, и, наконец, уже эта тяжелая полоса, она уходит. Так, чем сердце успокоится? Карта якорь. Но здесь видите, какой красивый якорь. Здесь вот и эмоции красивые, здесь вода, здесь кораблик, здесь птицы, здесь небо чистое, красивое, здесь на пляж такой, и здесь не заржавелый, а красивый такой якорь. Как у кого? Сердце успокоится. Если вы ищете работу, вы ее найдете. Если вы ищете стабильность, радость в свою жизнь, вы ее найдете. И это будет уже надолго. И работа, потому что якорь это отвечает и за работу. Якорь отвечает за стабильность, за стабильную жизнь. И такую, что это не изменчивое, оно наоборот укрепляется. Карта птицы нам говорит легкость полета, легкость жизни вы почувствуете. В эмоциях, видите, здесь нет волн таких, не будет бурлить. Будет умеренность, умеренная такая, хорошая, надежная, спокойно умеренная жизнь. Будет много информации прилетать, будете разговаривать, вот, вы не будете одна, потому что здесь много от птиц, и одна, и вторая, и будет с кем поговорить, вы не будете одна. Вот этим сердце успокоится. И туч нету, видите, ни одной тучки. Ни одной тучки. Голубое море. Оно чистое, оно не мутное. Оно чистое, оно понятное, оно спокойное. Эмоции ваши будут радостные и спокойные, потому что туч нет, бури нет. Вот. Стабильно, хорошо, надежно. Якорь, видите, он это новый, только его поставили. Он еще не волнами не засосало его. Это новизна, это новое начало. Новое начало, но оно очень хорошее и приятное. И этим ваше сердце успокоится. Давайте посмотрим еще несколько карт из этой колоды подбросим. Вот, общений, будет много общения. Будет много общения. Может, даже и что-то найдете, что было потеряно. Вот где-то что-то еще есть, и какой-то пакет из прошлого. Вот и здесь нам что в дом входит, что-то, что я и говорила, пакет, какой-то пакет, какие-то, может, документы. Видите, может документ, потому что печати, почему я говорю документы, печати. Может какой-то документ из прошлого, может где-то спрятан, может кто-то где-то спрятан. Это откроется. Это откроется, и вы найдется что-то еще вот много уже открытого есть, но что-то еще есть где-то закрытое от мужчины, видите, от мужчины что-то от мужчины. И обратка идет к какому-то мужчине, или уже пошла, или идет, видите. Ну, здесь было, что я и говорила, какой-то вы пострадали от мужчины, скосила этого мужчину. Если нет, его скосит обратка. У некоторых, может, уже скосила, и есть какой-то документ, он оставил, видите, за спиной, он оставил какой-то, если его уже нет в живых, его скосило, тогда где-то есть какой-то еще, есть какой-то документ, что вы его не нашли. Многое пооткрывалось, многое нашлось, но есть еще что-то, что не открылось. Что-то еще есть закрытое, оно откроется. Опять карта Солнца. И это восход Солнца. Восход Солнца. Оно откроется. Вот что-то еще есть скрытое.
вот успокоит ваше сердце, найдется какой-то, если что-то потерянное, что-то где-то есть печать, что оставил какой-то мужчина. Может, это ваш муж, может, ушел из жизни, может, это ваши родители, но это от мужчины идет. Может, дедушка, может, еще, у каждого свое. И вот, вот это откроется, какой-то документ. Вот, и опять, от мужчины это идет. Где-то что-то спрятано, и вы это найдете. Вот опять карта леса, вы это найдете. Какое-то есть письмо. Ведь что-то, вот опять письмо, что-то есть. И это будет для вас как подарок. Вот какой-то подарок. И вы успокоитесь. Ну, вот такой у нас, ребята, был расклад. Давненько я не делала такого расклада, но хороший, я вам скажу, хороший расклад. Расклад хороший, приятный. Вот какой-то мужчина из прошлого стучит. Если вы развелись с мужчиной, какие-то документы получите, или если ваш муж ушел из жизни, или там еще кто-то тоже, вот что-то. Ну, вы слышали, не буду я повторять, но здесь меняется. Вы прошли свою кармическую дорогу, тяжелую, свой крест вы пронесли. Но чтобы вы, например, вы сказали, что вот как-то вот такая ситуация, вот судьба, Господи, как, почему это, вы бы от этого, ну, это Иисус Христос нес свой крест, и каждый из нас должен пройти крестную дорогу вот эту. Понимаете, но вы ее прошли. Да, тяжело, тяжелая была ситуация, тяжелый путь, но высшие силы вам помогали, ангелы-хранители вам помогали, и сейчас вы достойно, вы прошли это достойно, и новая жизнь идет, и жизнь идет красивая, приятная, и вы будете довольны ею. Вы будете довольны. Всего вам хорошего, удачи!